Всем привет! Сегодня к нам, можно сказать, пришла осень. Сегодня один из трех основных праздников. а, Фестиваль осени, если я правильно его понял, название. Отмечают его несколько дней, и фактически с этого, можно считать, начинается реальная вот такая осень. К нам пришла таки в Тайчжон осень, и это прекрасно, потому что она очень напоминает мне лето в том месте, откуда мы приехали. Отличное ощущение, ветерок, солнышко, не жарко, упала влажность, упала немножко температура и стало просто замечательно. Если осень будет на Тайване такая же, как была весна, это будет два моих любимых сезона. Как бы это странно ни звучало, да, эти два сезона в России у меня были самыми нелюбимыми. Так как пришла осень, можно подвести некоторые итоги, выводы сделать, которые мы можем сделать на основе прожитого на Тайване, в Тайчжоне лета. Выводы относительно таких тем, как тарифы на электроэнергию, затраты на охлаждение дома, связанные с этим темой, нужно ли утеплять и заниматься каким-то энергосбережением в жилье. Обсудим некоторые мифы, которые как бы плодят многие люди, которые живут здесь, рассказывая о том, что на Тайване там очень высокие тарифы, да, кто-то рассказывает про то, что здесь не требуется делать утепление домов, потому что тут какая-то особенная местность, тут все прекрасно и без этого. В общем, поговорим об этом, о всем. Я расскажу, что я знаю на эту тему, какие выводы я сделал, что мы узнали, что удалось понять. Итак, когда мы собирались переезжать на Тайвань, мы собирали очень много разной информации, в том числе я, естественно, интересовался тем, как тарифицируется электроэнергия, потому что это немаловажный фактор расходов жилья и для бизнеса тем более, да, то есть для любого производства нужны энергоресурсы, их нужно оплачивать, и это нужно учитывать в расчетах, да. На Тайване существует государственный монополист Тайпауэр. Он объединяет в себя функции энергогенерирующей компании, энерготранспортной компании и энергораспределительной. В России эти функции разделены между каким-то энергосбытом, электросетями и, соответственно, генерирующей мощности. Здесь это все в одной. Соответственно, все тарифы можно найти на сайте Taipower. Я посмотрел эти тарифы, но так как там все на китайском, хотя сайт сам английский есть, разобраться сразу сходу, находясь в Новосибирске, я не смог. Собственно, не сразу я понял, как тарифицируется электроэнергия здесь, потому что счета до наступления лета приходили очень маленькие и считались по самой низкой ставке, по $1.63 за киловатт. Поводов для беспокойства не было. Значит, на сайте Taipower вы можете скачать PDF-файл, в котором будут расписаны, примерно вот таким образом расписаны все тарифы. Я, ознакомившись с этим документом, заметил, что здесь расписаны два варианта тарификации. Один из них, когда электроэнергия оплачивается по счетчику, исходя из потребленного количества. То есть не просто, да, там у вас 530 киловатт, и вы там по 3 рубля платите за киловатт, и все. Нет. Чем больше значение потребленной электроэнергии за месяц, тем выше тариф применяется для этой электроэнергии. И это показалось мне довольно-таки странным, потому что года 2-3 назад в России были тоже разговоры о введении некой социальной нормы. И это казалось глупостью, собственно, мне это и сейчас кажется глупостью, вводить повышенный тариф при увеличении потребления. Потому что если перенести на любой другой продукт, не знаю, на бензин, на газ, на хлеб, и представить, что человек, приходящий, покупает, например, 10 литров бензина по цене 10 рублей, а если ему нужно 20, то цена становится 20. Звучит глупо, не правда ли? Но вот на Тайване тарификация выглядит именно так. Если брать
ту версию тарифов, которая берется именно по потреблению. Вот здесь можно увидеть в таблице, что есть отдельный тариф для лета и для другого сезона, не летнего. Ну, они не сильно отличаются, но суть примерно следующая. До 120 киловатт применяется ставка $1.63, 120 330 ставка 2.38, 330 500, 3.52 и так далее до 6.41 при потреблении выше 1000 киловатт. Второй вариант, который мне показалось, что более применим и скорее я ожидал встретить его, это график потребления по времени. Здесь расписано, что значит с 0 до 7:30 тариф пониженный, с 7:30 до 10 утра тариф становится выше. И, значит, есть зависимость день. Это выходной или это рабочий день, праздничный, не праздничный. В общем, вот такая классификация. Но был большой вопрос. Каким образом можно вообще это посчитать? Я предположил, что Тайвань, как развитое государство, именно технологически, что, наверное, у них есть некие смарт-счетчики, которые учитывают все это дело и насчитывают вот по вот этому тарифу. Если знаешь, каким образом считается по вот этому хитрому тарифу электроэнергия, я предположил, что можно, воспользовавшись низкими тарифами и своими знаниями в области всяких технологий энергосбережения, сыграть на этом и свести платежи за электроэнергию к минимуму. В обычном варианте, когда любое государство пытается сократить выбросы в атмосферу, снизить энергопотребление, стимулировать людей к тому, чтобы экономить, не просто экономить, снижая, да, свои какие-то потребности, а стимулируя их к тому, чтобы они занимались внедрением технологических каких-то вещей, которые позволяют снизить энергопотребление, при этом получить больше комфорта, больше какого-то бонусов, да, от внедрения. И много я читал на эту тему, как делает, например, Германия, как в других странах это применяется. И всегда это делается, в общем-то, тарифами. Ну, тарифами, либо запретами какими-то частичными. Людей вынуждают сменить свой стиль потребления, то есть внедрить, там, не знаю, энергосбережение, еще что-то, какие-то новые технологии для того, чтобы изменить структуру. Первое, с чем в основном борются, стараются изменить, да, в таких случаях, это вот этот график, обычный для любой страны график энергопотребления. Это энергопотребление по времени суток. Здесь видно, что ночной период, вот эта часть, всегда ниже раза в 3, в 4, в 5 иногда, да, чем дневные вот эти два пика. Это вот этот пик, это 12 часов дня, и второй пик в районе 5-6. Может быть, это связано там с приготовлением обедов или с распределением солнечной активности. Ну, это везде зависит от специфики местности. Но в целом график выглядит примерно так. Соответственно, если на этот график мы хотим наложить прямую линию, то есть сделать это энергопотребление не таким несбалансированным, чтобы было экономнее производить, то есть этот пик нужно снизить, этот можно поднять, потому что в любом случае, если потребление в дневное время есть, то генерирующие мощности есть, и любые генерирующие мощности лучше всегда работают, если потребление не меняется. Такая картинка вынуждает энергокомпанию делать резервирование мощностей. Это все становится дороже. Это в эксплуатации не очень хорошо. Соответственно, первый шаг – это сделать из этого прямую, а потом прямую уже понижать, стимулируя к выработке альтернативных источников энергии или какими-то другими способами. Там вариантов уже много. И когда смотришь на тарифы, значит, Taipower, казалось бы, что они строго следуют этой логике. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях. На прошлой неделе мы получили счет от энергокомпании. Счета на Тайване
Ну, наверное, в Тайчжоне правильнее говорить, да, потому что в других регионах может быть это по-другому, хотя монополист может быть и так же. Счета приходят по почте, выглядят вот так. Все предыдущие счета укладывались в абсолютно адекватные какие-то цифры, привычные нам по проживанию в Новосибирске. Этот счет на 2354 киловатта потребленной энергии за 2 месяца. Сама по себе цифра не является пугающей, когда дом большой, и такие цифры, они уже не кажутся такими слишком большими. Что меня удивило, это цена за это количество электроэнергии 9156 тайваньских долларов. Естественно, возникает вопрос, ну как такое получилось? Ну, первая причина, она очевидна, да, дом не утеплен. Абсолютно все утверждают, что на Тайване никакое утепление не требуется, ничего такого не нужно, потому что здесь прекрасно хорошо. Но это не совсем правда. Летом неутепленный бетонный дом, а здесь дома в основном бетонные, нагревается до 32 градусов легко. При этом охладить его практически невозможно, потому что энергия солнца в разы просто выше, чем вы можете потратить, поставить какой-то кондиционер. Утепления нет, соответственно, дом поглощает всю эту энергию, а так как он бетонный, он эту энергию умудряется запасать. То есть, когда приходит ночь и становится прохладно, реально в доме остается 32 градуса, потому что у него еще очень большое количество энергии запасено, и он нагрелся до 32 градусов весь. Единственный вариант в таком случае – это кондиционировать, ну, то есть охлаждать вот каким-то способом круглые сутки. Осознавая это, я нашел вариант, как попробовать можно сэкономить энергию и, соответственно, свои средства в таком вот варианте. Мы купили, привезли и установили систему кондиционирования, которая может работать непосредственно от солнечных батарей. Это мы сделали, когда пришло вот первый месяц лета, и мы осознали, что вообще не вариант обойтись как-то без него, да, вот в таком варианте дома. То есть, в принципе, я знаю, как обойтись без него, но в этом доме сделать уже ничего нельзя, придется охлаждать. Если уже охлаждать, то не электроэнергии, то нужен какой-то источник энергии. Соответственно, мы решили опробовать солнечную энергетику, получить данные по эффективности солнечной энергетики на Тайване и заодно решить проблему охлаждения, да, причем охлаждение за счет генерации солнечной энергетики. При этом я предполагал, что согласно вот этому графику, что если мы будем потреблять электроэнергию солнечных батарей в дневное время, то мы сэкономим в 5 раз больше, потому что дневной тариф в 5 раз выше, чем ночной. А ночью мы могли использовать классические обычные старые кондиционеры, которые стоят в этом доме, которые работают от электроэнергии, потому что ночью она дешевая. Оставался только один непонятный вопрос. Каким образом будет энергокомпания рассчитывать тариф, учитывая то, что на этом доме стоит механический счетчик, который не может дифференцировать энергию на дневную, ночную и уж тем более разбивать ее на 6 тарифов. Счет, который мы получили, ответил практически на все наши вопросы. Энергокомпания взяла все потребление за 2 месяца и применила очень интересную схему расчета. Они посчитали, что согласно вот среднестатистическому графику потребления суточного, что, наверное, мы потребляем так же, как и все остальные. Соответственно, они разложили, что 7 часов в ночь у нас потребление в 4 раза меньше, чем днем. Соответственно, посчитали какое-то количество энергии по низкому тарифу, какое-то количество по второй ставке, какое-то по третьей, по четвертой, по пятой. И получилось так, что по почти максимальной ставке у нас 600 киловатт, а по самой низкой 240, потому что вроде ночное потребление в 2-3 раза меньше. Но в реальности у нас потребление было другое. Мы днем использовали только солнечную энергию и практически в ноль свели потребление. А ночью потребляли много, потому что включали кондиционеры.
Значит, мы позвонили в энергокомпанию с таким вопросом. Можем ли мы поменять этот механический счетчик на какой-то электронный счетчик, который бы считал нам энерготариф не по вот такому какому-то придуманному кем-то графику, да, а по физически потреблению. Ну, то есть вот как оно реально есть, так, чтобы оно все и считалось. Нам сказали, что это невозможно. Я проверил, поискал доступные счетчики, которые есть на Тайване, которые из них сертифицированы и разрешены к применению. Да, действительно, на Тайване нет многотарифных счетчиков. То есть их физически просто нет. Тогда у меня встал вопрос, а каким образом можно применить вот эти вот тарифы, которые по времени суток? В энергокомпании ответили следующее, что применить этот тариф может только очень крупный какой-то бизнес с очень большим энергопотреблением. Все маленькие компании, все дома, все квартиры, если я понимаю, работают, ну точнее оплачивают электроэнергию по простой схеме, либо расчет по времени, либо по вот этому варианту, когда тарификация возрастает, то есть тариф возрастает при пересечении какого-то предела потребления. Если это вариант расчета по какой-то математической модели, вот по этой, то можно позвонить в энергокомпанию, в специальный отдел, который занимается вот этими расчетами, и сказать: ребята, у меня вот здесь реально потребление не такое, у меня здесь тоже не такое. Они ведут поправочные коэффициенты, это все индивидуально, и не представляю, как можно это доказать, и как это вообще реализуемо на практике, это, по-моему, невозможно, потому что сегодня у нас потребление одно, изменилась погода, пришла осень, у нас потребление изменилось не количественно, а структурно. Мы теперь не включаем кондиционеры ночью, но используем их днем для того, чтобы в режиме осушения, да, потому что влажность все равно высокая, и это вызывает некоторые сложности в быту. Теперь могу рассказать, к каким последствиям это приводит на практике. Значит, если человек оплачивает по математической модели, которую ему рассчитывают, то у него просто пропадает абсолютно любой стимул для того, чтобы заниматься энергоэффективностью дома, менять кондиционеры или там водонагреватели на какие-то эффективные, либо на альтернативные источники. Потому что выходит так: он человек, установивший любую систему альтернативки, либо занявшийся энергоэффективностью, он снизит себе вот этот пик дневного потребления, снизит его до уровня, допустим, ночного, либо ниже, да? Но платить он будет за ночное потребление и за это по вот этой высокой ставке, потому что энергокомпания будет считать, что у него потребление здесь не упало, и они возьмут часть энергии отсюда и перекинут на высокий тариф. Я теперь очень хорошо понимаю, почему люди здесь не ставят, например, накопительные водонагреватели. То есть накопительный водонагреватель большого объема, да, с подогревом электротеном. Простая, недорогая штука, но здесь я ее нигде не видел. Она позволяет сделать простую вещь: установить таймер и нагревать воду ночью, когда тариф низкий, немножко увеличивая расход энергии вот тут. Но при этом не использовать энергию по таймеру, просто он будет отключать нагрев, да, вот здесь. Но за счет большой емкости нагретой воды и утепления снаружи этой емкости, вода может оставаться очень долго горячей. Ее можно использовать в течение дня, если объем соответствует суточному потреблению. Таким образом, недорогое решение может решить проблему, да, вот горячего водоснабжения. Эта методика расчета, которую вот я рассказал, она демотивирует людей это делать. И они устанавливают проточные водонагреватели. Но чтобы не увеличивать общее количество потребления и не увеличивать себе расходы, они устанавливают газ. Газ менее эффективный, газ увеличивает выбросы в атмосферу в данном случае. Газ нагревает не только воду, но и воздух вокруг. Ну, то есть это дополнительная энергия, которая делает жару на Тайване летом еще более жаркой.
Вот. И при этом не решает никакую проблему. То есть добавляется проблемы с безопасностью, добавляется возни с подключением, с газоснабжением. При этом энергобаланс никаким образом не выравнивается. То есть людей фактически эти тарифы загоняют в такие условия, когда они делают как сказать, системе, да, стране, природе, окружающей среде и себе тоже только хуже, тратя при этом деньги. И это вот делается только из-за тарифа. Второй пример, почему не применяются, соответственно, солнечные батареи. Потому что солнечные батареи, как можно понять, работают тоже примерно вот в этом диапазоне времени. Ну, то есть там, с 10, с 9 утра до примерно 4-5 вечера. Это вот этот вот как раз самый пик, да? Если экономить электроэнергию с привязкой к тарифу, который в 5 раз выше, чем ночной, то экономия от установки солнечных систем, любых, да, солнечных систем, будет, естественно, в 5 раз выше. Если тариф не учитывает реальное потребление, а считается по математической модели, то экономия снизится, ну, в 3-4 раза. И это практически сводит к нулю всю идею, да, применения солнечных батарей. Это вся информация не касается одной вещи, когда солнечные батареи подключаются к энергосетям по зеленому тарифу, и на эти батареи устанавливается отдельный счетчик. Энергокомпания оплачивает возврат, делает владельцу солнечных панелей по зеленому тарифу. Зеленый тариф берется по максимальной ставке. Там вроде бы казалось выгодно. Но проблема в том, что этот путь подразумевает собой проект, согласование, получение разрешения на подключение энергокомпании. И это путь намного более сложный, чем просто поставить солнечную водогрейку на крыше. Соответственно, он из-за своей сложности он не такой применимый повсеместно. И поэтому так тяжело идет внедрение солнечной генерации на Тайване. Многие говорят, что солнечная генерация на Тайване невыгодна, солнечная генерация здесь не очень эффективна, что солнечные панели дорогие. Это все неправда. Солнечные батареи на Тайване дорогие, но это благодаря, на мой взгляд, только тому, что они запрещены к ввозу на Тайвань с Китая, где они в 2 раза дешевле. И местные производители просто удерживают высокую планку цены. Для внутреннего рынка, причем. Второй миф, да, в этой сфере в том, что недостаточно солнечных дней. Это тоже неправда. На Тайване, по моим наблюдениям, за лето, ну, примерно, наверное, только четверть дней была с недостаточным количеством солнца. То есть 3/4 времени, дней, достаточно солнечные, чтобы генерировать очень большое количество энергии, ну, практически полную, да, мощность системы. При этом количество солнечной энергии на Тайване где-то раза в 1,5 больше, по моим вычислениям, больше, чем в Новосибирске. Есть ресурс, я не помню, как он называется, который показывает в любой точке планеты количество энергии теоретически доступно с Солнца. Вот согласно этому сайту, в 1,5 раза больше здесь энергии, чем в Новосибирске. Да, при этом где-то раза в 1,5 меньше, чем в Калифорнии, например. Калифорния, есть еще одно место, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, вот эти вот пустынные места, где генерация в 1,5-2 раза более выгодно. То есть, если сравнивать с другими регионами, Тайвань выглядит с точки зрения доступной солнечной энергии очень хорошо. Если рассматривать стоимость установки, то выходит так. Есть дешевые варианты установки, простые, да, там как вот кондиционеры, работающие от солнца, они недоступны по причине очень хитрого способа расчета тарифов и невозможности фактически получить экономии в таком варианте. А сложные системы, то есть большие генерационные площади, которые подключать к Taipei Power, невозможны с точки зрения... Ну, то есть они возможны, да, но сложны. И из-за этого недостаточно быстро, бурно развиваются, потому что требуют
ну, таких серьезных телодвижений, большой подготовки и наверняка финансовых затрат. Теперь вопрос, откуда берется вся эта проблема, да, где корень зла, почему все вот именно так, как есть. Я вижу корень этой проблемы в политике, как бы это странно ни казалось, да. Очень хорошо и очень выгодно в последние лет, наверное, 20 говорить и рассказывать, как ты занимаешься энергоэффективностью, при этом делать ничего не обязательно, да, можно просто ходить, кричать, там, махать зеленым флагом, говорить, что я за все зеленое, за все хорошее, против всего плохого, периодически менять лампочку в каком-то месте с лампочки накаливания на светодиодную и говорить, вот смотрите, мы сэкономили. На самом деле этого далеко недостаточно. В данном случае получается примерно следующая штука. Есть энергетические монополисты, я понимаю, что это не самая невлиятельная компания здесь. Монополисту совершенно невыгодно, если потребители реально начнут снижать энергопотребление. У него оборот просто упадет, да? Ему придется заниматься свертыванием генерирующих мощностей. Вдуматься, да, если сократить на 40% во всем Тайване энергопотребление, половина энергостанций останутся ненужными. И что делать тогда Тайпауэр? Ну, представить его топ-менеджмент, да, они останутся с половиной зарплаты, с половиной бонусов? Не думаю. Поэтому я думаю, было дело примерно следующим образом. Тайваньское правительство в целях, так скажем, своего пиара, да, принимает какие-то меры. Тот же самый зеленый тариф, они, видимо, все-таки вынудили Taipei Power принять. Но вот эту и тарификацию согласно энергопотреблению по временам. Но дальше вступает в дело реализация. Реализация всегда зависит от самой компании. Так как компания занимается и энергосбытом, и сетями, и генерацией в одном лице, то, соответственно, они же устанавливают счетчики. А они просто, для них, я понимаю, это несложная процедура, они не сертифицируют и не применяют при установке многотарифные электронные счетчики, которые бы считали физическое потребление. Потому что им нужно сделать так, чтобы картинка выглядела красиво. Тарифы есть? Есть. Они зависят от дня, времени там, и так далее. Да, они зависят. Но физически их применять нельзя. Если кто-то пытается разобраться, да, вроде как они применяются. Да, у нас нет счетчиков, но мы вот математическую модель. Она соответствует истине? Да. То есть внешне выглядит все очень красиво. На практике это приводит к тому, что просто дестимулирует людей к какому-то сокращению. И то, что касается применимо вот к нам, да, применимо к какому-то бизнесу. Я понимаю, что да, действительно, тариф на электроэнергию в целом получается очень высокий. То есть действительно немного платить можно, если это, ну скажем так, однокомнатная квартира. Да? Кстати говоря, тайваньцы этим, я так понял, очень успешно пользуются. Дырочка в такой тарификации заключается в следующем. Если считать, что там до 120 киловатт самый дешевый тариф, выше там до 300 вторая ставка, 300, 500 третья, то естественно получается простая первая мысль. Как сэкономить на электроэнергии? Снизить потребление? Это нужно напрягаться, это нужно что-то делать, вкладывать деньги. Но есть более простой способ. И он лежит на поверхности. Вы имеете трехэтажный дом, у вас есть 3 этажа. Вы разбиваете эти 3 этажа на отдельных 3 потребителя. И получается, что если у вас потребление 500 киловатт часов в месяц, разбивка на 3 дает снижение тарифа в 3 раза. То есть каждый из них будет потреблять ровно столько же, а может быть и больше, потому что тариф-то стал ниже, можно потреблять больше. Таким образом получается следующее. Taipei Power афиширует для всех свою борьбу за зеленое. Но на практике стимулирует людей просто устанавливать больше счетчиков. Вот такая вот интересная ситуация складывается. И для себя я понял, что
какая-то часть тех технологий, которая мне известна, которые абсолютно реально можно, то есть никаких причин, почему здесь применить многие энергоэффективные технологии, которые реально позволяют снижать, да, энергопотребление, они здесь неприменимы физически. Они могут быть применены, но устоявшиеся условия не, не делают их реально эффективными в этой конкретной ситуации только благодаря каким-то вот таким шкурным интересам отдельных людей, компаний, не знаю, может быть, это политические партии. В ту область я пока еще не сильно углублялся. Забавная ситуация. Забавная она еще тем, что страна потенциально имеет очень большой резерв в этом отношении. У этой страны есть все возможности для того, чтобы это сделать. И если я правильно понимаю, не хватает только одного – политической воли изменить сложившуюся систему, скорректировать ее таким образом, чтобы это стало выгодно всему населению. Иногда кажется, что население, ну так скажем, стимулировать бесполезно, да, или это невозможно заставить кого-то что-то делать. Это абсолютно возможно. Не заставить, а именно подтолкнуть в определенную область. Ну, то есть никто не заставляет людей покупать автомобили, да, но они это делают, потому что это удобно в данной конкретной ситуации, вот прямо сейчас. Бывают страны, где ездить на машинах просто неудобно. Я вот уж не помню, Швеция, Швейцария, где-то, где очень часто используют велосипеды. Это происходит не потому, что людям нравится ездить на велосипеде, потому что просто вот ситуация, условия сделаны таким образом, чтобы человеку было комфортнее и удобнее пользоваться велосипедом. И он его начинает использовать. Примерно то же самое с тайваньской энергоэффективностью, с комфортом, уровнем комфорта жилых помещений и отношением, да, к загрязнению окружающей среды. Здесь все возможно. Проблема в том, что государственная политика при внешних, ну так скажем, назовем это показухой, да, при внешнем старании показать, что они хотят заниматься этим, в реальности этим, по-моему, никто не занимается. Об этом я не слышал, чтобы кто-то сильно говорил, обсуждал. У людей, с кем я разговаривал, мнение очень скептическое, такое, скептически они настроены к энергосбережению, к электротранспорту и к прочим вещам. И это объяснимо, учитывая все вышесказанное. Ну, на этом, наверное, все. Надеюсь, я смог рассказать что-то полезное, что может кому-то пригодиться и, может быть, позволит взглянуть с другой стороны на какие-то очевидно, казалось бы, вещи. До встречи. Пока.